Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Тут я вижу есть интересные реликвии и легендарки, поэтому сегодня мы будем рисковать и удивлять как себя, так и своих противников, потому что я хочу попробовать сыграть через Дизраптора. Тут, кстати, еще и Хан есть. Жалко, конечно, нет Зевса, Зевс бы мне хорошенько помог, но... Ну, ладно, будем отталкиваться от того, что имеем. Как раз мы тут имеем аптечку реликвию. Я ее как бы и хочу. Хочу ее на 10-м раунде, хочу играть через лустрик. И я хочу играть через идеальный лустрик. Это 3 человека, 2 жреца. То есть постоянный лустрик, постоянный приток опыта, по 3 опыта за раунд. Это, в принципе, ну, замечательно, при том, что вы еще играете через лустрик. Плюс реликвия аптечки. Чем больше я получу урона, тем, естественно, я получу больше опыта. А это гарантия того, что я максимально быстро выйду в 10-й уровень. И вот что же мне вот конкретно хочется реализовать в своей идее. Смотрите. Есть тут еще, кстати, шлем Ареса. Он мне тоже пригодится. Но на 10-м раунде я кровь из носа хочу, чтобы ко мне пришла, точнее, именно аптечка. Пришло аптечка. Чисто своими ножками придет такая аптечечка. В общем, шлем Ареса это плюс 1 уровень, грубо говоря, то есть у вас 7 уровень, да, вы берете этот шлем Ареса и юзаете, у вас 8 уровень, типа 8 уровень. То есть вы будете ролить как на 8 уровне. Ну и, короче, думаю, вы поняли. То есть повышает шанс выпадения конкретных фигур. То есть в данном случае, если на 7, то у вас будет 1% шанс на легендарную фигуру. На 8 это 3%, на 9, соответственно, 6%. Ну и на 10 это будет 7,8%, соответственно. В общем, через лустрик, через идеальный лустрик хочется. Но, знаете, то, чего я хочу, как бы бог рандома, ну, не одобряет. Он зачастую не одобряет и просто берет так, через бедро закидывает тебя и как ты головой как бьешься об пол такой. Ух. Ну, я думаю, вы это прекрасно без меня знаете. Да? Не понаслышке знаете, как говорится. В общем, я надеюсь, бог рандома мне в этой каточке улыбнется. И все получится так, как хочу этого я. Идея заключается в чем? Смотрите, тут есть Хан, тут есть Дизраптор, тут есть Минер и есть Джакира. Это те персонажи, которые мне будут необходимы. Беру, кстати, Рок Войны, потому что если мне выпадет Орк-жрец, а я хочу этого Орка-жреца, он не зайдет в мой билд. Ну ладно, я слишком далеко зашел. Рок Войны я взял для того, что я уже как бы заранее отталкиваюсь от того, что знаю, что у меня будет Орк-жрец. Я, конечно, надеюсь, что он ранее придет ко мне, и желательно в двойку придет, а то и в тройку. А если в тройку придет, это вообще чики-бомбони будет. Но это уже как-то я слишком далеко заполз со своими идеями. Мне нужен Хан, Дизраптор, Минер и Джакира. То есть вот такие вот персонажи мне нужны, но хотя Джакира на самом деле 50 на 50, потому что это такой персонаж противный, юзлess, что прям, ну, диву даешься. Он иногда кастует туда, куда вот вообще не надо, поэтому Джакира это на последний вариант я отталкиваю. Можно еще рассмотреть инвокера, это провидец, вот этот вот эльф, маг-эльф. Его как бы можно рассмотреть, но тоже он может иногда такую подливу учудить, что ну его в баню. Поэтому мы посмотрим. Посмотрим. Полезные фигуры легендарки здесь есть, но какая моя идея? Вот в чем, точнее, моя идея, в чем она заключается? Дизраптор, Хан, Фулл Ворн, Фулл Боги и спам, естественно, от Дизраптора. Почему я говорю, что мне нужна именно аптечка, я хочу ее сыграть через идеальный лустрик? Это потому, что я тогда смогу максимально быстро выйти в нужный уровень. То есть это 9, 10, а то и 10 уровень. А если еще получится через идеальный лустрик, то я буду, соответственно, еще и через людей играть, а люди это плюс 2 опыта. Ну, как бы не копеечка, знаете, особенно если вам со старта пришло 3 человека, и вы уже можете как бы использовать это на максимум. Сразу говорю, я беру уровень, потому что так надо. Я хочу испытывать призрачную надежду на нужную фиолетовую фигуру, поэтому и буду пытаться ее испытывать. Что я вам советую, как бы. Ну, не всегда, на самом деле, не всегда. Хотя тут обоюдоострый меч, но мне просто нужны люди. Мне нужны люди, как бы... Мне любых 3 человека надо. Ну и, естественно, мне надо... Мне надо жрецы. Один жрец у меня есть, одного я продал, чтобы выйти в уровень, и, походу, я с этим поплачусь. Ну ладно, пока что пусть гритеры будут. Пусть пока что будут гритеры. В принципе, если все пойдет не по плану, то я смогу и на гритерах сейчас поиграть. Тут как раз нету Маморы, хотя не факт, что мне придет антимаг, либо же придет Манки Кинг, что ну его в баню. Обидно, конечно. Но это уже такое. Это уже, знаете, дело рандома. На самом деле, сейчас конкретно играть на гритерах со старта довольно-таки очень сложно. А вот когда у вас есть какая-то уже база, тогда довольно-таки легко становится играть. Это вот просто мясной кабанчик, да, вот этот Марс. Все его пинают,
куча хп, куча устойчивости. Кстати, 2 человека есть. Но я возьму уровень. Я возьму уровень. Уровень мне необходим. Как бы мне того не хотелось, я беру пока что уровень. Марса вот так вот ставим наперед, чтобы это было... Ну, это все-таки такая мясная котлета. Вот представьте, мясная котлета, которая впитывает урон. Как магический, так физический. Нет, подождите, по-моему, магически она не впитывает. Магически она впитывает в доте. Кстати, 2 чела тоже на жрецах играют, по сути. Судя по всему, они тоже хотят аптечку юзнуть. Но я надеюсь, бог рандома им не улыбнется, а улыбнется мне своей фирменной улыбочкой. Такой на 32 зуба. Идеально белоснежная и просто максимально красивая улыбочка будет. Но, не факт. Я пока что людей не брал, потому что, ну, вроде бы как, у меня все более-менее хорошо. Но жрецов мне все-таки стоит найти. Жрецов мне все-таки стоит найти, потому что иногда проигрывать я все-таки-то буду. А Фуриона можно в двойку собрать? На самом деле, был бы у меня Фурион в двойку, было бы намного проще играть. Конечно, охотник бы меня в любом случае бы разорвал, но... В любом случае, это было бы намного легче играть. Согласитесь. Был бы у меня Фурион в двойку. Но... Чего нет, того нет. Хаваем то, что есть. Ладно. Тут, кстати, чел вот играет через людей. Выносит меня, судя по всему, да? Чисто Фурион свои пенё... Не выносит, ладно. Забирай свои слова назад. Вынес его я. Но я бы хотел, чтобы у меня был Фурион в двойку. Я бы тогда ему пеньку бы налил. What? Это мне надо. Я, конечно, Фуриона уважаю. Но больше всего я уважаю это Лондруида. Марс, конечно, это хорошо, как мясная котлета. Но я думаю, намного лучше будет, если поставить 2 жрецов нежити. Сейчас на 10 уровне, если у меня падает реликвия, я сразу распродаю весь свой стол. Оставляю только жрецов, по сути, и все. И жизнь удалась. Чисто Мишаня вышел. Мишаня вышел на арену. Мишаня, давай. Давай, гаси их. Гаси их каждого. Вот так вот его Сларк. Вот так вот. Правильно. Кстати, вот знаете, что мне интересно? Я этот момент как бы не подметил, но пассивка Сларка, она работает на гритеров? Если кто-то проверял, ребят, напишите в комментариях, работает ли пассивка Сларка. Я очень надеюсь, что мне придет аптечка. Очень на это надеюсь. Гридер я пока что уберу. Гридер мне особо и не нужен сейчас. Волнуюсь. Ой, как волнуюсь. Так, людей я уже подготовил, по сути. Так, Мишаня, разбирай их. Мишаня, разбирай, не подведи меня. Ну, по идее, не должен меня подвести Мишаня, потому что есть бруда. Кстати, я забирал бруду в тройку под охотниками. Какая же это шляпа. Вот, ребят, даже не пытайтесь собирать ее в 3 звезды. Что это значит? Кстати, не ошибитесь, как один раз ошибся я. Ни в коем случае до следующего раунда, если это не гнездо Маморы, не используйте, еще, я делаю на это огромный акцент, не используйте реликвию, потому что на один раунд у вас будет меньше. Используйте только тогда, когда у вас есть, когда вы, точнее, 100% уверены. Там сейчас, кстати, должен ко мне лустрик прийти. Секунду. Нет. В общем. Короче, не юзайте реликвию до отчета следующего раунда. Не юзайте реликвию. Это будет ошибка. Так, опыт пошел. Красава. Отлично. Шикарно. Замечательно. Ладно, я думаю, плевать. Даже если там есть жрецы еще не, то я думаю, ну вот плевать и плевать.
Нужно... Я как бы не хочу жадничать, понимаете? Я лучше поставлю вот такой вот стол. Кто-то скажет, что он у меня довольно-таки уже лустрик закончился. Я, в принципе, не против. Обидно, конечно, что у меня жрица не в двойку, но это на самом деле и хорошо пока что. Пока что это хорошо. Но потом это будет довольно-таки плохо. Я, кстати, легионку поставлю, хотя на самом деле, наверное, лучше была Лина. Да плевать. Честно, плевать, кто у меня сейчас будет. У меня опыт есть, опыт есть. Смотрите, сколько я сейчас буду получать по лицу. А что я заговорился, что я запнулся на этой фразе? Короче, смотрите, впитывайте информацию, сколько я сейчас буду получать по лицу и сколько, соответственно, опыта я получу. Баф людей у меня есть. Сколько опыта? Так. 11 получил, соответственно, 14 опыта. Прекрасно? Я считаю, замечательно. Вот, кстати, единственное, что я не проверял, может в комментариях мне, соответственно, напишут насчет этого, как работает сейчас баф 6 людей. Я не особо его проверял. Вроде бы как ты стабильно всегда будешь получать нужный опыт. То есть у тебя, допустим, ну, короче, ты постоянно будешь получать плюс 6 опыта, насколько я понял. Либо же ты будешь получать 6 опыта только тогда, когда ты выигрываешь именно. Но, честно, я особо это не проверял, не тестировал, поэтому я от вас жду комментарии по поводу бафа людей. Кто шарит, пишем в комментариях. Кто не шарит, смотрите в комментарии, соответственно. Я думаю, кто шарит, напишет уже. Вот, я думаю, он уже поставил ролик на паузу и обязательно пишет этот комментарий. Кстати, ребят, я на самом деле не буду больше просить там лайки и тому подобное, потому что лайки как-то туго набираются. Вот серьезно. Я не обижаюсь, ничего такого не подумайте. Просто проинформирую вас об этом, чтобы мне самому, как бы, знаете, не было это как будто я выпрашиваю вот эти вот лайки. Поэтому, смотрите, я как бы предлагаю вам идеи, все такое. Но из-за того, что мало сейчас лайков собирается, я не буду, как бы, вы знаете, вот, быть как попрошайкой. Поэтому я, походу, еще и раунд вытащу. Я этого явно не ожидал. У меня стол довольно-таки слабый. Я не думал, что он у меня настолько сильный стол. Да. Ладно. Боги мне по-любому нужны. Боги мне по-любому нужны, пусть будут. Так вот, я придумал множество сборок, озвучил вам им и говорил количество лайков, чтобы как бы использовать эти сборки. Поэтому, ребят, я надеюсь от вас максимальный фидбэк, максимальную отдачу, поэтому лайки и комментарии, все на вашей совести. Все. И огромное спасибо вам за поддержку заранее. Если что, это без каких-либо упреков и тому подобное. Мало ли кто-то сейчас подумает, что я в действительности там упрекаю за это или что-то еще. Нет, просто мне нужна ваша поддержка в виде лайков и комментариев. И заставлять их вас накидывать мне не буду. Поэтому все на добровольной основе. Идеи свои как бы я озвучил, ну, туго набираются лайки. Поэтому хнык-хнык, плаки-плаки, ну, что ж бывает. Так, минус 5 как-то маловато. Вот на самом деле, вот ты сейчас сидишь и думаешь, минус 5 это вроде бы как бы, ну, слезы, да? В плане получения опыта. Вот ты просто получил минус 5 по лицу, получил 3 дополнительного опыта, ну, 2 за людей, соответственно, 2 за раунд, точнее, 1 за раунд, то как бы аптечка не особо себя окупает, да? Но вот если хорошенечко так подумать, то лучше даже так, чем просто получить очень много в табло. Лучше не жадничать и получать опыта столько, сколько дают. Если просто пожадничать очень сильно, то можно остаться вообще без хп и не реализовать свои планы от слова совсем. Поэтому я предпочитаю лучше получить немножечко в лицо, получить сколько там опыта, сколько мне дадут, чем я потом не смогу из этой ситуации как бы выплысти от слова совсем. Поэтому пусть все идет своим чередом, как идет сейчас. Я не против. Я не против даже по минус 5 получать. Единственный минус вот этой вот аптечки, это то, что когда ты на 15 раунде, то она горит. И тебе бы желательно 15 раунд проигрывать, но на 15 раунде ты можешь получить критически важную шмотку, от которой ты отказаться не можешь. Я тут, кстати, уже взял 8 уровень. Ух ты, ничего себе. Честно, не обратил внимания, приходили мне до этого фиолетовые фигуры или не приходили. Но, по-моему, не приходили. Кристалл маны 50, точнее, кристалл плюс 50 маны обязательно берем в мою идею. По-любому берем. Гадалки даже не идем, по-любому берем. Что конкретно сейчас я хочу делать? Во-первых, у меня еще есть немножко этой аптечки. Я хочу взять 9 уровень и на 9 уровне начать ролить свою идею. Поэтому, боги, надеюсь, ко мне бог рандома улыбнется. И он даст мне орка-шамана легендарного в двоечку раннего. И, надеюсь,
что ко мне придут нормальные, адекватные шмотки, а не как это обычно бывает, что тебе какая-то лажа подкидывается. И надеюсь, ну, в принципе, даже если инсектоид будет против меня, мне вообще будет плевать, если у меня будут адекватные шмотки. То есть мне нужен посох третьего тира, мне нужен агоним и, наверное, рефрешер. Это чтобы 2 тучки сразу положить и довольно-таки вот хорошо себя чувствовать. Сдохни, пожалуйста, а? Пожалуйста, давай, умирай, умирай. А то я не реализую свою аптечку. Да. Ну ладно, у меня хотя бы сейчас 50 монет есть. Поэтому будем эти 50 монет сейчас реализовывать в виде покупки уровня. Честно, я с этой игры удивляюсь с каждым разом все больше и больше, потому что у меня только что игра просто закрылась, и я не мог зайти в игру. Благо, я пропустил всего лишь сейчас 1 раунд. Но в этом одном раунде я мог... Ну, я надеюсь, что, конечно, ко мне не пришел этот орк-шаман. Прям кровь из носа надеюсь об этом. Вот, все, у меня есть надежда. И вот я верю в эту надежду, что мне не пришел в тот раунд, когда я вылетел, орк-шаман легендарный. И если он приходил, у меня сейчас будут слезы на глазах. Но это мы проверить, соответственно, не можем. Ну, ладно. Не знаю, что это был за прикол и почему у меня игра вылетела только что, и почему я не мог только что зайти в нее довольно-таки быстро, чтобы не пропустить этот раунд. Но по итогу раунд я все равно профукал. И, в принципе, вы это на записи увидите, как бы. Да. Верю, конечно, что этого не произошло. Кстати, 9 уровень у меня есть, поэтому погнали ролить. Орк-шаман. 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 Мне нужен орк-шаман. Я сейчас делаю заговор. Заговор на орка-шамана. Орк-шаман сейчас ко мне придет по-любому. Кстати, сейчас будет 20 раунд, я на 20 раунде. А это меня не радует. Там бог-орк нарисовался. Крутил очка. Крутил очка. Это плохо. Для моей идеи это очень плохо, потому что если там будет Джайер с хорошими шмотками, не дай бог с посохом 3-го тира, с маской 5-го тира, и не дай бог будет с БКБ, что прям меня будет дико расстраивать, потому что я не смогу его засайленсить сразу, взять под какой-то контроль и тому подобное и так далее. Ух ты, боже, сколько я сейчас табло получу. Нормалек. Чуть-чуть уровня подкачал чисто. Да. Ну ладно. Думчика мы возьмем. Думчика мы возьмем. По-любому берем Думчика. Как бы гадалки не идем, по-любому берем Думчика. Думчик это хорошо. И вот это вот чудовище берем. Это чудовище мне пригодится. Какой план сейчас? Какой план сейчас? Во-первых, на этом раунде я надеюсь, что мне пойдет шлем Ареса. Почему я говорю за шлем Ареса? Это потому что я хочу, чтобы у меня на 1 уровень было больше роллов. На 1 уровень у меня было больше роллов. То есть у меня сейчас как бы будет на 9 уровне ролится как на 10. Поэтому я и хочу шлем Ареса взять. Шлем Ареса это то, что доктор прописал. Ну давай, удиви меня этой реликвией. Ну? Да! Ничего себе, мне минерчик идет. О да, о да, о да, о да. Так, теперь бы его в двоечку. Мне необходимо в двоечку. Бог рандома, услышь меня. В двойку мне необходим сейчас орк. Ну, минер мне пригодится, на самом деле. Если кто-то думает, что я делаю ошибку, что беру этого минера, то нет. Это ни в коем случае не ошибка. Ошибка это, если кто-то так думает. На самом деле, это ничего себе не ошибка. Минер, он будет ставить свои вечные мины. Довольно-таки быстро их будет ставить. А это физический урон, тем не менее. О да, 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 да. Ну что, погнал контент. Я пока что еще буду немного на лустрике играть. Ну как на лустрике? Ну походу на лустрике. Там, не. Ну вот, кстати, и орк-шаман контрит Манки Кинга, потому что если накидывает он свою тучку на Манки Кинга, Манки Кинг теперь становится бесполезный. Вот как сейчас. Он не смог закастовать свою палку, хотя у него был Battle Fury, он был в двойку.
Изи. Вот как контрить можно Манки Кинга, если он не под гритерами. Собирайте просто вот этого орка-шамана, он его накидывает на лицо, и челик стоит и просто пузыри пускает под воду. Орк-жрец, спасибо. Спасибо, что так рано... Точнее, спасибо, что так рано пришел. Спасибо, что ты о нас не забыл. Спасибо, что ты о нас не забыл. Кстати, можно, в принципе, бабки все сролить и попробовать найти себе орка-шамана. Ну, какой шанс того, что я найду этого орка-шамана? А еще там воин, падла, собрался. Это меня не радует. Это меня ни грамма не радует. На самом деле, если посмотреть так на мой билд, то он довольно-таки, ну, такой кривой. Вот немножечко кривой какой-то. Потому что вроде бы у меня как бы и стол неплохой сейчас, но у меня и минер, и у меня вообще ахту дамажит. Типа, если кто-то откроет мой стол, они посмотрят на мой стол и такие, а дамажит у тебя-то кто? Кстати, посмотрите минер, сколько урона нанес. 9000 урона нанес минер. Это как минимум он 2 минки закинул. Напомню, мина бьет физическим уроном. А так как у него минимальная КД на этой мине, из-за того, что у меня боги, то вы можете сложить как бы... Серьезно? Это все мне? Это все мне? А еще одного? А еще одного дай? А может мне сейчас и орк-шаман придет, а? У меня аж в ухе засвистело, прикиньте от такого. Хан в 3 звезды, Хан в 3 звезды на 23-м раунде. А можно орк-шамана мне, пожалуйста? Прошу. Орк-шамана хочу. И... Ну не бей. Ну ладно, взорвись. Минус 23 чисто. Добрый вечер. А как ваши дела? У вас там все в порядке? Я пока что рад. Пока что я рад. Убийцу вот этого хана, точнее, убийца горна мы не будем покупать. Придет в двойку, так придет. Но если будет у меня намного приоритетнее персонажи, то, естественно, я буду приоритет ставить на них. Это такие, как вот жрица света, имба жрица света. В текущем патче так тем более. Особенно если собрать ее в тройку, то это прям то, что доктор прописал. Единственное, знаете, какой минус? У меня сейчас, кстати, а сколько за баночки сейчас получу? У меня 30 хп было. 24 хп я восстановил. Ну, в принципе, на самом деле неплохо. 24 хп за такое количество банок, то это реально неплохо. У чувака ник классный. Хороший никнейм. Самокритично, конечно. Либо это самоирония. Не знаю. Боже, как... Я уже не жалею о том, что я взял минера. Красава минер. Мне он нравится. Чисто лайк, зачет. Ну, повези. Давай. О! Сейчас такой контент будет. Я заблокировал стол, потому что мне все персонажи здесь надо. Я сейчас орка-шамана соберу в двойку. Я соберу солнечного шамана в двойку. И все будет прекрасно. Единственная проблема, которая, это вот этот вот Джаггернаут. Не нравится он мне. Такой паренек. Что-то, ну, что-то не очень. Кстати, мины кидаются раз в 6 секунд. Это хорошо. Плюс у меня, кстати, фуловый горн. Мне бы еще жрицу в тройку. И Рубика в тройку, в принципе, можно. Вот как в предыдущем ролике, где у меня Рубик стырил Doom. Это был самый мастхэвный персонаж у меня там. Ну, в принципе, инсектоида я сейчас могу не бояться. Если все будет как надо, если придет сейчас посох третьего тира, то инсектоид только меня качнет. Довольно-таки хорошо качнет. Минус, у меня нет агонима еще. Да и в принципе минус то, что у меня сейчас нету посоха третьего тира. Может сейчас придет, конечно. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, апгрейд есть, отлично. Не может не радовать такой апгрейд. Я думаю, каждый бы радовался такому апгрейду. Будем делать как-то такую расстановку. Посох. Посох, пожалуйста. Посох. Посох. Я...
Да, ну в принципе. Взгляд АЗС... я же заговорился. Взгляд АЗС это классная шмотка. Она классная шмотка тем, что она дает замедление. Она дает минус хп реген. И это, в принципе, то, что мне надо. Но посох третьего тира мне важнее, как бы. Без посоха третьего тира у меня будут жесткие проблемы. А еще у меня будут огромные проблемы, если против меня будет приходить воин. Воин меня испепелит. Испепелит тем, что у меня шаман сам себя уничтожит. Так, Сайленс, отлично. Антимага закрыл. Манки Кинга закрыл. Нужно пару хороших предметов. Пару хороших предметов и все, и покеда. И жрицу в тройку. Чисто минус 25. Похавай. Похавай. Так, надо мне ролиться или не надо ролиться? На самом деле, мне можно, в принципе, не ролиться вообще уже. У меня все замечательно. Так, АМГ снес винстрик. Это плохо. Это плохо, потому что там был Джаггер. Джаггер сам себя раскрутил. Вот как может ситуация из резко хорошей превратиться в резко плохую. Потому что мне некак закрыть воина. Вот как закрыть мне этого воина? Там жесткий воин. Он огромный. А мой шаман будет сам себя испепелять. Но мне по-любому здесь Дум понадобится. Так, крутилочка. Крутил очка. Сайленс получил в табло. Хорошо. Минер, работай, работай. Ставь свои минки. От хила у него пока что мало, потому что у него бусы третьего тира. Так как у него бусы третьего тира ему не хватит. Просто-напросто от хила. Сколько минус? Мало. Минус 23 мало. Надо больше. Надо больше. Но хотя бы столько. Не будем жадничать, хотя бы столько. Можно было бы попробовать сейчас рольнуть предметы. Но слишком многого я лишаюсь. Только если искать сейчас посох третьего тира. Но мне и агоним нужен. Вот если так подумать хорошо, то мне нужен больше агоним, нежели посох третьего. Ну, на самом деле, и посох третьего тира нужен, и агоним нужен. Поэтому говорить то, что мне конкретно сейчас надо, это как бы нецелесообразно. Нецелесообразно. Вот, потому что эти оба предмета, они друг друга дополняют. Мне и тот предмет критично важен, и этот предмет критично важен. Взгляд Азеса, он как бы помогает, но не настолько. Так, охотники под ведьмаками. Почти. Или не почти. Они не почти. Ну, нормально так. Пососи ману там у этого тотема. Можешь полностью взять за обе щеки. У меня, кстати, почти 10 уровень. Отлично. Буду собирать думы еще сверху. Отлично. Там воин нашел себе урка шамана. Прекрасно. Что может быть лучше? А это плохие новости. Чел на инсектоидах только что вынес воина каким-то чудом. Рыцари убили только что бога орка? Что происходит в этой игре сейчас? Я не понимаю. Бог-орк невероятно огромный сейчас. Каким образом он проиграл челу на рыцарях с троллями? Неплохой там вайпер, однако. Вайпер там, однако, неплохой. И что мы будем делать? Как мы проблему эту решим-то? Ну, он хотя бы сейчас 2 звезды, поэтому, в принципе, опасаться его не нужно. Меня больше смущает инсектоид. Так, вот бог-орк. Окей, привет. Так, лови сайленс на все лицо. Но единственный минус то, что у меня нет урона сейчас, поэтому Джаггер переживет сейчас этот сайленс. Или нет? Боже, как... Я уже начинаю любить этого минера. Так, отлично. Минус 26 в табло, на.
Падла на МГ. Вайпером своим вынес меня. Потная катка, потная. Там еще инсектоид на винстрике. Вот незадача. Мне теперь и маска 5-го тира нужна. Бусы 3-го тира мне не помогут. Я быстрее себя испепелю на шамане. А минер, кстати, воином тоже особо ничего не сделает. Единственное, что меня радует, это то, что у меня 54 хп. Но моя радость может превратиться сейчас в максимально быстрый гнев. Потому что если инсектоид придет и довольно-таки жестко меня заспамит, и я не смогу его вынести, то у меня все мои 54 хп и улетучатся. Там, где меня выносило всего лишь... Там, где меня выносили по одной фигуре, то тут меня может инсектоид вынести в минус 50 все. Он может тупо все мои хп забрать. Жрица — это хорошо. О, мастерская бума. Какая красота. Ну-ка, давай попробуем сейчас найти аганимчик. Аганим. Пожалуйста. Пожалуйста, аганим. Аганим хочу. Техника медитации от Александра. Вдох, выдох, вдох, выдох. Это не помогает, ребята. Это просто тварь бесполезная на рандоме, которая не может мне зарандомить нормальную шмотку. Я что, многого прошу? Да, я многого прошу. Я попросил вам шамана, попросил от тебя шамана в двойку. Ты мне дал шамана в двойку. Дай мне теперь аганим. Падла. Неужели в одной игре я не могу собрать идеального себе орка, шамана? Посох 3-го тира, аганим 3-го тира, ну и маска 5-го тира себе. Уже, ну, уже она нужна мне. Живи! Сайленс хорошо. Вот смотрите, урона сейчас катастрофически не хватает из-за того, что у меня нет аганима, и из-за того, что у меня нету посоха 3-го тира. И куда ты? Нет! Какая ты тварь! Еще и сумануть в конце успел. ГГ. Ну, давайте поблагодарим... Давайте поблагодарим за то, что хотя бы минус 13, а не минус 50 мне в табло. Хоть за это поблагодарим. Надо расстановку поменять как-то, не знаю, ну... На самом деле мне нужно 10 взять. Мне 10 нужно взять, чтобы поставить Дума потом. Поэтому пока что я посижу в деньгах. Если я слишком много хп не потеряю, то посижу еще в деньгах и буду брать 10. А потом, когда у меня будут и деньги, и все как надо, деньги, власть, все как надо, то, в принципе, можно будет спокойно ролить в 50 монет плюс. Так, ну Сайленс, в принципе, кстати, адекватно закинулся сейчас на орка-жреца, потому что орк-жрец бы мог засумонить такую толпу народа, что просто диву даешься. Так, ну нормально, я пока что его выношу. Он-то... А неплохие у него шмотки. Маска 5-го тира, бусы и радик. Меня на самом деле иногда так удивляет то, что Джаггер может получать Сайленс во время... А куда ты выпрыгнул? Слышь ты, черт! Ты не должен был только что выпрыгивать из моей ловушки. Ты должен быть просто принять свою судьбу и сдохнуть. Как это получилось? Как он... А, ну... Точно. Я забыл. Этот же Silence, он не запрещает юзать предметы, поэтому... Вот как он и вылез. Ладно, на самом деле... 33-й раунд. На 33-м раунде ко мне пришел кто? Черт в пальто, верно.
Ладно, берем уровень, ставим Дума. Спасибо на 33-м раунде, что пришел жрец. Я очень польщен этим. У меня сейчас все нужные предметы. Мне как бы ролять что-либо другое нет смысла. Жрицы еще, конечно, не хватает 3 звезды. Ну, такое. Давай. Итак, смотрим, как меня сейчас воин испепели. Давай. Смотри. Оп. И орк-шаман такой. И сдох. Хотя, на самом деле, я думаю, если бы у меня была жрица в 3 звезды, и она успела Дума. Сумани Дума. Какой нахрен солнечный шаман? Какой кунка? Сумани Дума. Ты чертила. Он меня рассумонит. Ну ты глянь на него, а. Ну падло. По-другому это не назвать. Это падла. Это не орк-жрец, это падла. Нет, чтобы сумануть Дума, он сумонит всякое требье. Но это закон подлости, так что, в принципе, окей. Окей, я его принимаю, этот закон подлости. Так, у нас сейчас круговорот событий. Воин-волшебник меня выносит из-за того, что не сумонится Дум. А бог-орк проигрывает мне, потому что я его выношу. Вот, как бы все. Без объяснения причин. Вот просто выношу. И все. Все, что нужно знать. Я его просто выношу. На самом деле, как мне жестко не хватает жрицы в 3 звезды. Она бы много хилила. Даже, возможно, я бы тогда не искал маску 5-го тира, а искал бы просто Аганим. Не видать мне идеального шаманчика, походу, в этой катке. Не знаю, что должно сейчас произойти. Это нет, знаю. На 35-м раунде с моба мне падает посох 3-го тира. И с 35-го раунда фиолетовая шмотка мне падает рефреш. Вот это вот должно произойти, чтобы я вынес... Опа. Чел Хекс поймал на Джаггере. Ой-ой-ой. Один шаман это, конечно, хорошо, но 2 всегда лучше будет. Но на самом деле у него маска 5-го тира есть, поэтому он может меня спокойно вынести еще. Ну, конечно, если он так еще прыгать будет, то вдвойне быстрее он мне может вынести. Опа! А с каких пор Doom работает? Вот тварь, он еще и... А вы прикиньте, я бы ему минус 37 дал. Я бы ему сейчас дал минус 37, если бы это не было картинкой. И он бы вылетел. Но я бы тогда остался с воином 1-1. Поэтому... Ой-ой-ой. А кому-то-то там торба. Хо-хо-хо. Ну все. Это победа? Это победа? Сдавайся, молодой. Тебе сейчас ничего не поможет. Хотя нет, на самом деле может помочь. Посох 3-го тира, он разрубит всех моих. Абсолютно. Но если у него будет посох 3-го тира, то у меня должен быть Аганим. Тогда я точно его выношу. Потому что под Аганимом он сделать ничего не сможет. У меня будет вечный сайленс на нем. Но по идее моя задумка-то удалась. Я реализовал то, что запланировал в начале. Это настолько редко происходит, что прям диву даешься. Обычно, когда я что-то загадываю в начале, в конце получается какая-то ерунда. Но получилось даже лучше, чем я хотел. Фулл боги, фулл горн, орк шаман. Да, конечно, без предметов, но в принципе все получилось как надо. Его Джаггеру не хватало только посоха 3-го тира. Объективно. Ну и БКБ на всякий случай. Угу. А жрицу можно? Наныл. Наныл жрицу. Да, я на всякий случай все-таки БКБ оставлю. Скипну кристальчик.
Ну, маска 5 тира зайдет. Окей. Окей, ладно, я согласен на маску 5 тира. Я согласен на нее. Почему я не скипал Рок Войны? Кто-то подумает, тут, что я сделал сейчас ошибку, то, что скипнул Кристалл Мана плюс 50. Это потому, что когда мой орк-жрец будет суммонить, у него будет плюс 100 скорости атаки у каждого засуммоненного персонажа. Поэтому я и не пытался скипать этот Рок Войны. Слишком сильный предмет на суммонерах. Слишком сильный. Засуммонит... Ну... А как он так быстро сдох? Я пока сосредоточился на озвучивании своей мысли, он так сдох? Кстати, у меня ферзь. Поздравьте меня. Я вернул свой ранг. Ну, скажу так. Это добротная, красивая каточка. Но больше мне здесь нечего добавить абсолютно. Мне дико повезло, что у меня упала аптечка на 10 раунде. Мне дико повезло, что моя задумка сработала. Очень редко такое происходит, если быть откровенно честным. Поэтому я доволен. Я доволен на все 150%. Все. Все. Моя душа спокойна. А за это, ребят, от вас лайк. Я говорил, что я не буду, как бы, вначале говорить там как-то предложение, 50 лайков, все дела, но никто ж не сказал, что в конце я его не буду говорить за лайки. Так что от вас лайк. В общем, катка реально прикольная. Воин выносил меня. Но, знаете, круговорот сансары. Воин меня выносил, бога орка выносил я. Вот и все. И вот так вот по кругу все шло. Повезло, что попался ему бог орк, и повезло, что там несколько думов засумонилось. Вот это вот прям жестко повезло. И вот инсектоид, кстати, еще мог меня вынести. Но благо его кто-то другой вынес. Я как-то, знаете, даже не обратил внимания, кто его вынес. Да и в принципе не важно. Результат есть результат. Инсектоид наказан, топ-4 вылетел. Все, класс. Я думаю, всех задолбали инсектоиды, поэтому... Вот как-то так, вот как-то так. В общем, ребята, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А я хочу напомнить, ребят, не забываем оставлять свои лайки и не забываем подписываться на мой YouTube и Telegram-канал. Telegram-канал закреплен в комментариях. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!